Ребята, всем привет! Сегодня, короче, будем делать обзор-распаковку. Вот, прислали мне на обзор программатор Автопрох. Это у нас получается отлом плюсового iProg. Вот, в принципе, что на Алиэкспрессе продается. Только на Алиэкспрессе очень низкого качества, там и комплектующие, и сборка постоянно надо дорабатывать, там источник питания хромает. Вот, а это наши питерские ребята. Короче, переработали полностью схемотехнику этого прибора. Вот, и полностью там весь софт перелопатили, то есть отсеяли все нерабочие скрипты, все, у вас получается готовое решение, из коробки, грубо говоря, ставите, устанавливаете, и вот что на данный момент в нем есть, в принципе, это все, что заявлено, то работает. Вот, понятно, что прибор там как бы там единицы кто-то пишет под iProg плюсовой еще скрипты, без обновлений, но за эти деньги, что он есть, это вот получится хороший рабочий инструмент. Ну, грубо говоря, под ключ там вот все заявлено, можно уже делать. Вот, ладно, ребят, погнали, будет интересно. Так, ребят, смотрите, приходит он вот в такой коробке. Сейчас откроем. Я уже открывал, смотрел. Вот. Потом, то есть, соответственно, буду тоже несколько видео еще выкладывать, примеры работы с ним. Вот. Ну, в принципе, для меня это ничего нового, потому что у меня оригинальный iProg Pro есть. Вот, но, тем не менее, то есть, как бы, как альтернатива со старыми скриптами, которые уже в комплекте. Вот, смотрите, то есть у нас идет кабель ОБДшный. Вот он. Он у нас идет кабель точно такой же, как на автокоме. С подсветочкой. Сейчас я его достану из коробки, чтобы вот так его. Вот. Тут на нем кнопка есть. Можно подсвечивать, то есть удобно. Вот. Сам прибор у нас выглядит вот так. Вот этот основной разъем, так же как у прошлого и плюсового, распиновка полностью совпадает. И плюс ребята еще сделали дублирующие вот тут индикаторы, светодиоды. То есть разъем для подключения к компьютеру, USB кабель, внешнее питание. Вот эти 4 точки, это если вдруг потребуется программатором перепрошивать процессор этого прибора. Вот. Ну и соответственно вот эти лампочки, то есть дублируют там коншины, коллинии, по какому интерфейсу работает скрипт в данный момент. Вот так внешний вид выглядит. И смотрите, то есть у нас еще в комплекте с ним вторая часть идет под упаковкой. Полный комплект идет адаптеров. Ну, самый основной, то есть как бы это у нас промадаптер. Все сделано очень качественно. Своя шелкография, своя разводка. Он отличается по разводке от оригинальных адаптеров к iProg. Вот. Как бы учтены все недостатки. Потом второй по основной адаптер, это у них CAN адаптер, причем у них выделено, вот сюда подключается как раз вот этот вот кабель от iProg, от автокома. То есть вот так подключаем, ну и с машины работаем через этот адаптер. Плюс у него тут стоит мультиплексор, который коммутирует коншины, как вам надо. Вот. Плюс отдельно вот активность, по какой кану светодиоды светятся. Вот тут. Ну и, соответственно, отдельно еще можно проводками вывести эти линии коншин, там, чтобы блоки на столе подключать. И сзади вот такая на шелкографии распиновочка, ОБД, напоминалочка, прикольно. Вот, тоже, опять же, спаяно все очень качественно, комплектухи, тоже все нормально. Потом у нас идет в комплекте AirFit адаптер. Это для работы с ключами имбилайзера. То есть можно прописать в дамп чип, записать. Вот. Ну, короче, это для ключников больше. Я просто ключами им не занимаюсь. У меня и у прошлого есть эти скрипты, но я им не пользуюсь. Вот. Но тем не менее, вот он есть в комплекте. И причем он уже отстроенный, все как положено на чувствительность. Потом у нас еще в комплекте идет, тоже очень часто используется адаптер UART BDM для работы с процессорами Motorola, ну и по UART или MBAS, короче, вот все через этот адаптер. Тоже все полностью схемотехника, ну, переразвели ребята свое, не готовый. Вот. Ну и плюс самая вот тоже ходовая штука, там в скриптах под ключку указано, вот, то есть это номера вот этих вот пинов выведены на штырьки.
То есть, соответственно, пронумеровано. И плюс еще эти группы, помимо номеров, там прописаны основные альтернативные функции. Например, питание, масс, какие пины, да, там уже, чтобы быстро их найти. Вот, тоже платка не как у прошлого или плюсового, там обычно с ними идет платка. Тоже своя. Вот. И плюс еще, ребята, бонусом, ну не знаю, мне положили как на обзор, не знаю, в комплекте будет, нет, это потом, может, в комментах вам там напишу. Это платка для тестирования всего железа, ну, для самотестирования, короче, проверки всего железа, там, ну, самого программатора. То есть, если какие-то проблемы, он поможет в диагностике. Там есть скрипты, короче, которые тестят все эти линии. Это тоже их разработочка, все они отдельно специально такую платку ложат. Это для диагностики самого прибора. Не для машин, не для чего. Вот, в принципе, по комплектации, вот, все я вам показал. У нас получается раз, два, три, четыре, пять, ну и вот шестой. То есть получается и шнур. Сейчас я не знаю, все уместится у нас тут. Давайте чуть сдвинемся. Вот сам прибор. Давайте упаковку все уберем. У нас получается вот кабель, основной блок и промадаптер, CAN K-Line адаптер универсальный, UART, MBOSS, BDM, AirFit адаптер, ну и плата как интерфейсная по разъему, ну и тестировочный модулек. Вот вся комплектация, это максимальная комплектация этого прибора. Ну, в принципе, из практики, что на прошлом я работал, что ребята там на плюсовых, кто работает, в основном что используется основной блок, и пром. Ну, в принципе, тут все, вот это прям основной комплект, в основном постоянно в работе. Ключами, кто занимается ключами, еще использует вот это, вот это вот тоже на столе. То есть ключи это по как бы желанию, кто занимается и кто в этом разбирается. То есть это отдельное большое направление в работе с машинами. Ну, я как бы не лез туда, мне это не интересно. Вот. И плюс для тестирования, он, конечно, очень редко, вообще может практически никогда не понадобится, если аккуратно работать. Но, тем не менее, эта штучка вот у меня в комплекте есть, и очень приятно такую комплектацию иметь. Вот. Все, в принципе, по распаковке я вам показал, ребят. Вот такой комплект. То есть, как бы, сделано все качественно. Ну, давайте я вам еще, то есть, посмотрим. Раз берем адаптер в сторону, отодвинем. Так, вот, мои любимые отверточки. Сейчас мы его разберем, посмотрим, что внутри там у нас. Раскручиваем. Корпус такой добротный, крепкий, ничего, пластик не гуляет нигде, очень крепкий сделан. Вот, раскрутили два винта, в принципе, и вся разборка корпуса. У нас получается, фига как прикольно сделано. У него вот эти вот заглушки из текстолита. А вот эта часть, она и как и заглушка, и как печатная плата. На ней вон компоненты, светодиоды. И все это к разъему USB припаяно, крепление. Ну и, соответственно, вот сзади через пятачки. Интересное решение, оригинальное. Вот. Тоже, соответственно, все шелкография. Тут они под себя все это сделали. Обновленная версия, пишут. Вот. Пайка очень аккуратная. Нигде ничего не отваливается. Все блестит, припоя достаточно. Вот. Прибор, кому интересно, собран на процессоре от T91 сам 256, по-моему, что такое. Вот. Короче, вот как-то так. Сделан, в принципе, нормально. Так, у нас, как он был-то? Чтобы теперь его собрать правильно. Так, у нас получается вот так вот. Не так, наоборот. Автопрох. Пазики вставляем. Все у нас, блин, нифига мы неправильно сделали. Он у нас собирается вот так вот, наверное. Тут еще такая сноровка небольшая нужна, чтобы его правильно собрать.
Вот, вставляем в эти пазы все это дело. Все, закрыли, все ровно. Картинкой вверх. Собирается тоже, в принципе, легко. Вот два винта и все. По направляшкам ставили. До упора затянули. Вот. Все, корпус ничего не гуляет, не играет. Очень жесткий. То есть, как бы прям 5 баллов из 5 насчет качества изготовления. Претензий никаких нет. Вот, ладно, ребят, сейчас я вам еще покажу, как устанавливается на него софт и что там в нем, в принципе, есть. Ну и потом попробуем какой-нибудь еще блочок он из текущей работы сделать. Смотрите, устанавливаем софт. Он скачивает дистрибутив, он у нас весит 1,17 гигабайта. И запускаем его на установку. Для установки у нас программа просит пароль. Выбираем, ну, русский нам язык надо. Пароль установки. Он у нас уже заранее скопирован. Соответственно, вам его пришлет продавец после приобретения этого комплекта. Так, выбираем, куда мы его хотим установить. Ну, давайте мы его поставим. Это компьютер. И на диск C мы его и поставим. C автопрох папку. Хотя забивать диск C я не очень люблю. Давайте мы его поставим диск C. Program Files. Вот так вот. Создать ярлык. Далее. И все. Наша задача просто теперь ждать, потому что установщик все делает за вас. Не надо никуда копировать никакие папки со скриптами или еще что-то. Она сама все это дело сделает. Так, ребят, ну вот установка у нас уже подходит к концу. У меня на слабеньком компьютере где-то порядка 5-6 минут это заняло. Потому что очень много файлов калькуляторов, самих скриптов копируется. Справки, там картинки, вся эта фигня. Вот. Все, у нас, ну, запустить мы пока не будем делать. Нажимаем готово. Вот. И теперь смотрите. Мы теперь подключаем программатор наш. Сейчас найдем тут наш кабель USB. О, подключили. И у нас, смотрите. Так, ребят, запустили наш программатор. И смотрите, у нас, короче, оболочка. У нас рассчитаны все наборы скриптов на разные серийные номера. То есть это вот у нас по папочкам тут собраны скрипты, которые работают на iProg с серийным номером единичка. И тоже большая группа скриптов, которые работают на серийный номер 35. То есть узнать номер программатора, то есть мы выбираем помощь о программе. И вот он у нас пишет версии прошивки, серийный номер единичка. Вот. То есть, чтобы нам поменять изменение номера, мы ставим на 35, выбираем, отсоединяем все обязательно коннекторы от него, он тут пишет, нажимаем. Он сначала пишет connection error. Так. Выбираем
повторно. Бывает, с первого раза не переключает. И все, у нас серийный номер изменился. Так, ребят, смотрите. У нас, короче, какая канитель. То есть у нас скрипты делятся на две подгруппы. То есть они сделаны, то есть китайцы ломанули, да, получается, на серийный номер 1 программатора и на 35 номер большая группа скриптов. То есть если вы хотите, то есть какой-то скрипт есть вот в этой папке, вам надо сменить. То есть смотрите, заходите в помощь о программе, у вас тут пишется текущий ваш серийный номер программатора. Вот сейчас 35 стоит. То есть у вас сейчас будут работать как калькуляторы 35 версии, вот, так и скрипты вот из этой папки. Заходим, и у нас сейчас колесиком лучше не крутить, когда запущен скрипт. Вот. Заходим, если подключен блок, соответственно, опять же, посмотрите, если подключка, вот видите, блока, если мы наводим и правой кнопкой щелкаем, у вас открывается информация, как подключиться к блоку. Вот. То есть берем, например, Mazda. Тут старый, походу, Mazda еще, да, который. Это старый. Потом, вот Infineon, например, да, видите? Как подключаться к блоку? Навели, правой кнопкой щелкнули, у вас Help по подключке, каким пинам подключаться. Открылся. И так вот, то есть, в принципе, в любой это скриптах можно это смотреть. Вот, то есть, поняли, да? Основной, короче, вот это. У вас две подгруппы. Соответственно, хотите работать с скриптом из какой-то группы, надо сменить номер программатора. Опять входим о программе. Видите, у нас 35-й. Мы хотим, например, чтобы с папки серийным номером 1 скрипты работали. Тут у вас есть папка. Можно менять серийные номера. Заходим. Все у нас подключено. Нажимаем сменить. У нас вот эта ошибка, на нее не обращаем внимания. Передергиваем питание программатора. И выбираем. Все, у нас серийный номер стал единичка. И теперь у нас из этой папочки работают все скрипты. Вот. Плюсы, короче, данной сборки, тут уже все скрипты переработаны, отсортированы там повторяющиеся дубли. То есть вы уже получаете полноценное, то есть, вот решение. И они вот очень удобно, смотрите, сделали по папочкам сортировку вот по ОБД. Это значит, вот эти все блоки, что тут есть, вы их можете по ОБД делать. Ну, то есть по ОБД разъем или на столе, там, не разбирая блок и не паяя ничего. Ну, то есть airbag. Опять же, интерфейс можно настроить под себя. Мне нравится, я привык на прошлом, вот так перетягиваем. Вот тут будет, вот я привык, чтобы внизу было это окно лога. И вот у вас дерево файлов. Смотрите, пожалуйста. Все у вас тут отсортировано. Вот форды, потом джили. Опять же раз. Но тут нету подключки, это придется искать. Вот, опять же, все вот эти скрипты, это на момент отлома iProg Plus. Просто они каталогизированы. Новые скрипты какие-то тут по мелочи ребята добавляют. Там они сотрудничают с каким-то калибровщиком, ну, кто скрипты пишет. Вот, но они очень, ну, медленно все дело обновляется, поэтому какие-то свежие все вещи, все пишут на Pro, защищают, потому что в китайский отлом никто не хочет, потому что на плюс очень все легко ломается. Вот. И, соответственно, вот смотрите, все у нас это по УБД. Пожалуйста, тут распиновки тут, РБ есть, он, например, да, разные блоки. Это у нас вот под разные блоки, то есть разные краши чистят.
СРС. Потом также у нас датчики положения руля. Пожалуйста, вот он. Тут никакой дополнительной информации нету. Тут тоже нету. Toyota, Lexus. Вот. Тут, в принципе, краткая справка, как правильно собрать датчик руля. И вот тут вот Calibration Details. Это после, бывает, на некоторых машинах надо делать адаптации вот эти вещи все. То есть, везде читайте всякие вкладочки. Все тут сделано для вас. Это кто там генерации кодов магнитол на разные машины. Вот, то есть можно вычислить дамп, да, можно скриптом. Вот эти режим скрипта, это сразу вы подцепляетесь к EEPROM, и он автоматом сразу же все это дело вычитывает, рассчитывает. Можно просто, если у вас есть дамп, в режим калькулятора, это работа с дампом уже. Скрипт, то есть с микросхемой работает у нас, а калькулятор это уже с дампом и отдельно потом записывать в микросхему. Так, ну вот магнитолы, то есть списки. Это у нас контрольные суммы. Вот у нас приборные панели. Опять же, CAN ОБД. Вот с помощью вот этой вкладочки вы можете делать, мотать пробеги по ОБД. То есть вот Форды, например, Focus 2 рестайлинг. Вот с такими приборчиками можете по ОБД с помощью кабеля смотать пробег. Третий Focus. Транзиты. Соответственно, смотрите, с какими приборками эта машина. Картинки. Что тут еще есть? Ford, GM. Вот эти можете всякие, как их, вот они. Astra J, Aveo, Insignia. Смотреть пробеги. Какие Hyundai. То есть вот вы можете все это дело по ОБД делать. Вот. Ну, пробеги я тоже как бы на них не сильно специализирую. Мультискрипт, это вот много всяких старых машин. Вот. У нас не подключены эти адаптеры. Вот, соответственно, если напрямую с EEPROM, да, вот пример из практики от Aveo, да, можно, не разбирая приборки, по точкам подпаяться и смотать пробег внутрисхемно. Потом, и вот тут список, это вот в основном всякие старые машины, там года до 2008, вот такой что-нибудь. Вот, потом, что у нас? КамАЗ, тоже с подключкой все это есть. X-Trail с подключкой. Denso, опять же, смотрите, Chevrolet Lachetti, да? Нажимаем правой кнопочкой. У нас тут схема подключения. Сзади на приборке есть тестовые панельки, пятачки. Соответственно, в соответствии с схемой. Причем у нас написано как. Мы подключаемся вот либо через MBUS адаптер, который у нас есть, платку. Либо же за место адаптера мы можем сделать вот такую вот самодельную схемку. И, соответственно, подключиться к приборке. Вот. Ну, Denso, они все примерно по одному и тому же принципу работают. Ну, хотя вот тут, например, нет схемы подключки. Субарики.
Что там еще есть-то? Есть. И это тоже всякие старые японские протоколы, там типовые. То есть некоторые машины, даже по марке приборки, ну, можно попробовать таким протоколом их мотнуть. Загрузить дамп и посмотреть, если там соответствует показания пробега тому, что на приборке реальные, можно попробовать пересчитать им. Вот, поколение, это тоже какие-то древние ваги. Никогда этим не пользовался, даже не подскажу. Хотя вот тут даже видите схема. Ну, у вас уже, то есть, по идее, Colline адаптер есть, вам достаточно просто Colline адаптер использовать. Вот, всякие спецтехники можно тоже тут. Ну, это все уже с EEPROM, то есть, вот что по ОБД, это вот это, а все остальное, ну, по России, если вас интересует, то есть, тут у нас есть что, газели, скрипты вот такие, можно приборочки старого образца мотать. Потом вот такую можно приборку смотать. И Волкбом, Сайбер, или что там старый, короче. Не очень большой выбор. Вот, это что касаемо ну, панель приборов. ЯКУ у нас тут журнал событий, это кто им больше занимается. Потом вот с помощью этой штуки можно слить-залить прошивку в Симтек. Евро 2 с помощью вот этих скриптов вы можете сами отключать на прошивках Toyota. Ну там, грубо говоря, если по чип-тюнерским этим всем первого-второго поколения, выбираете просто размер по размеру файла, да, и можете отключить вторичный воздух, если нужно, да, то есть выбираем прошивку, загружаем файл, нажимаем кнопку и сохраняем потом измененный файл. Евро 2, абсорбер. И дизеля мы можем отключать сажу и EGR. То есть последовательность надо и то. Вы сначала в одном скрипте прогоняете, потом то, что тут получилось, сохраняете и прогоняете уже во втором скрипте. Вот. В LAH EDC16 можно вот тоже сажу отключить с помощью этого скрипта. Потом, это у нас журнал событий, можно подправить, ну, считать, соответственно, и промкомбиком, загрузить сюда эти данные, и можно, если мотаете, например, пробег в чистую, чтобы дилер не видел, тут паспорт блока можно подправить вот эти часы работы, ВИН, все это прописать, что угодно. Но опять же, вот этот скрипт, насколько я помню, он не все софты может, не все понимает. Этим никогда не пользовался, но, по-моему, вот это можно разблокировать, старые тоже мерседесовские блоки. И это для чип-тюнинга тоже какой-то старого BMW-шного MS41. И можно отключить на Iveco Daily, отключить скорость ограничитель на Peugeot DSU 102. Это с иммобилайзером, соответственно, там можно их, ну, подружить. И Volkswagen, что у нас тут, Крафтер. Это, наверное, пробеги тут, да, поправить можно. Т5, EDC16. Ну, я этим никогда просто еще не пользовался, там более точно вам не скажу. Вот. EEPROM это у нас вкладка для работы с стандартными там EEPROM-ками. То есть через EEPROM адаптер выбираете, с какой микросхемой работаете. Можно, ну, просто получать дамп как программатор обычно пользуется. Вот такие. То есть он в списке держит микросхем. Ну там что, я не знаю вам показать-то. Ну это EEPROM-ки, то есть без разницы. Даже вот SPI флешки есть. Вот тут справка по ним. Чего и как. Вот. Это по EEPROM-кам. Вот им, кто занимается мотоциклы, и МОВ, это вот старый вот EDC16 можно, МС41, это у нас Логаны всякие, МС31, 32, 34 блоки, Mitsubishi,
Зависит от размера, отключить имбилайзер можно. Сириус это вот всякие лачети, как их там, Авео. Сангьонг это дизельные обычно Дельфи. DCM 3.2 еще, насколько я помню. Вот эти блоки можно отключать. Причем все работает, это я сам проверял. Так, с ключами, ну, соответственно, это с ключами. Заниматься через ключный адаптер. Вот, соответственно, можно вычитать из блока имбилайзера дамп и вручную при помощи вот этого адаптера положить, ну, зернышко, вписать код зернышка в дамп и назад записать, и будет прописано. Вот. Все по маркам рассортировано, какие машины где, чтобы удобнее было искать. Подготовка это можно подготовить эти зернышки, ну, транспондеры для записи. Это грузовики. И это у нас разблокировка ключей, которые... Но по ним я вам точно ничего не скажу. Я говорю, я ключами не занимаюсь. МЦУ. Вот, процессоры. Вот это тоже очень полезная вкладка. То есть, вот у меня АВР все читает. У нас Тиньки. Потом Fujitsu 90 серии, 91, 95. То есть тут в каждой серии очень много процессоров, которые, ну, можно читать с помощью него. Микрочип у нас вот семейство пики 12, 16, 18. Значит, 16, что там, какие эти? Там, по-моему, в каких приборках есть. Так, Motorola 9S12. Но это вот с помощью вот этой вкладки, это только не защищенные Motorola вы можете читать. Потому что даже вот тут вот они есть. И это все, которые открытые. XEG. Какие они там? XE. Вот это, наверное, в FRM стоит процессор. Но это все, что не защищенный, короче. Защищенный процессор это или Xproc, или же вот я недавно купил, потом тоже как-нибудь сделаю обзор. Для прошлого iPro есть, они выпустили BDM адаптер, который читает защищенный Motorola. Ну и вот тут, соответственно, есть справочка. Можно, то есть, вот по маске. Вот что за маска? Это вот B64D. Это вот такой вот процессор. То есть это кодированная расшифровка кодировок на процессорах. То есть выбираем. И можно посмотреть, соответственно. Неки. Вот они. Потом ES неки. То есть вот эти процессора можно читать. Ренессасы, RH 850 и вот такие 1725, 1797. Это перевод миль-километры. Опять же нету. Ну тут просто надо прогнать и промо, у вас надо поменяется. Так. Разные тут какие-то всякие. Походу вот тут не отсортированы. Я сейчас точно вам ничего не скажу. Флэш. Походу можно писать МТ-80 как-то. Но это надо изучать. Вопрос не делал. RFID это у нас вот как раз работа с этими. С транспондерами. Опять же, я им не занимаюсь. Но, тем не менее, вот так вот тут можно посмотреть, что тут есть. Это разблокировка SD карточек. Ну, я, в принципе, когда раньше занимался отломом навигации, я пользовался, вот там специальный адаптер есть, тут его нету, но там, в принципе, я не знаю, тут есть. Тут нет информации, да? Это надо искать в интернете информацию. Вот он.
Вот схема адаптера, соответственно, к пинам просто можно SD разъемчик подсоединить штырьками. И можно вот CID, CSD карточки узнать, которые вы хотите скопировать. Синхронизация — это вот когда блок замены блоков там на столе комплектом можно, ну, соответственно, если нет дилерского доступа, можно их между собой подружить. Вы загружаете, соответственно, дампы, проверяете, если она нарушена, синхронизируйте между собой, записывайте обратно и все. Вот. Подмотка, она какая-то есть, но для чего непонятно. Описания нету. Это вот в этом, в 35-м, давайте я вам просто покажу. Airbag тоже какие-то есть. Так, по кану. Форды, Рено. Ну, то есть, как некоторые дублируются, но инфинионы. Это у нас тоже, в принципе, то же самое. Немного просто по-другому сделано, но Subaru, рулевая колонка Renault, например, да? И тут можно разблокировать эту защелку рулевую. Опять же, Car Radio, но это как бы это интересно. Приборки, что тут по БД есть? Опять же, Cherry, Fiat. Вот можно по БД мотать Фиаты. Потом, что у нас, Форды. Ну, просто немного по-другому сделано, но принцип тот же самый. Так, это у нас пробеги. ВК что-то добавилось, Евро 2. Но это Toyota и то же самое. Флешер, по-другому просто назвали. Тот же самый этот регистратор событий. Так, speed limit. Peugeot боксеры, это, наверное, уже Евро 5 SID 208. Хотя нарисован EDC, а не EDC 16, это Bosch. ДЦУ. Это Евро 4, короче. И то они не все такие, у них в основном вот. Вот, и Века Дейли. Ну, они, короче, просто немного по-другому называются, походу, но смысл тот же самый, что и в том. Может быть, просто какие-то единичные дампы, это надо более детально сидеть, изучать, смотреть. И пром, имма. Тут вот что-то даже поменьше имма. Ауди, это, ну, все то же самое, что и там. Ключи, миль, километр, арфит. Все, в принципе, то же самое. Подмотка та же самая, да? То же самое, только немного по-другому цвет. Вот, ну, короче, тут надо просто детально изучать. Это вот скрипты, да, то есть у нас находится. Опять же, у нас вот тут вот сбоку еще есть такая папочка калькуляторы. То есть мы с помощью этих калькуляторов, ну, сейчас, например, помощь программе у нас серийный номер 1, да? Мы можем с помощью этих калькуляторов, ну, давайте, наверное, пробег мне тут сейчас скидывали, люди просили. Европа.
Да, много их там долго открывается. Европа, Мерседес, Спринтер. Вот, мне скидывали ЕЗС. И вот смотрите, тут, чтобы работать, надо что сделать? Выбираем серийник 1. Даже не серийник 1, мы просто открываем файл. Рабочий стол, вот у меня новая папка. Давайте, EZS Printer, вот мы сейчас скинули, у него там 500. Так, не надо. Так, нам нужно 9S12 DT256. То есть мы выбираем, где у нас МЦУ, Motorola 9S12 Т, как он там, DT256, да? Мы выбираем вот это на 9S12 D. Так, а где же у нас этот процессор? В принципе, ладно, любой выбираем на 256 килобайт, да, открываем, выбираем EEPROM из Spring, нам, чтобы буфер вот совпал по размеру, да, и запускаем. Не, он его неправильно понимает. То есть, смотрите, вот если мы возьмем сейчас в скрипте, да, скрипт, берем, так, дашборды, да, нас интересует Европа, нас интересует Mercedes, нас интересует Mercedes Sprinter. Выбираем не скрипт, а калькулятор. Читаем километры. Вот, 565, 258 километров. Это вот правильно он определил. Соответственно, нам, если нужно, ну там сделаем, например, раз, два, три, четыре, пять. 5 единицек и нажимаем в write новый пробег. Нажали, видите, у нас поменялись данные. И нам теперь, если бы был в режиме скрипта, она бы сразу еще и записала этот блок. Ну, поскольку там мы, например, людям генерировали, мы его сохраняем с новым пробегом и, соответственно, потом его вписываем. Ну и потом, соответственно, приборка. Выбираем приборку. Тоже выбираем калькулятор. Нажимаем открыть. Приборка. Открыли. Читаем, сколько там. Ну, там у них могут быть небольшие отличия, несовпадения. Но в приборке вот столько, да. Соответственно, также вот она Винова определила номер деталей, там все дела. То есть скриптом вот так вот это работает, да. Но приборки. Давайте глянем, тут есть что-нибудь она. Во. Вот. Видите, он правильно определил и вин калькулятор, и пробег. Вот этой складкой можно пересчитать. Тогда будет нормально. То есть, как минимум, а если вот другой, смотрите, берем. Тут уже 1,5 миллиона, что-то такое, уже не совпадает. То есть, вы как минимум должны подбирать, когда, видите, там тоже 1,5 миллиона неверный. Тут вообще 4 миллиона. То есть, вот так можно подбирать, то есть, как бы, какой нужен пробег. Ну, скрипт выбрать. То есть, вы глянули на щитке приборов, сколько реально в автомобиле. Вот этим скриптом можно тоже пересчитать, и будет правильно. То есть, есть разные варианты расчета алгоритма. Вот. И они не совпадают. Вот, короче, калькуляторами, вот вы подгрузили. Если, например, ну, нету этого скрипта, как сейчас, то есть вам надо знать размер, то есть этого дампа, и вам, ну, можно взять ту же микросхему, ну, выбрать там, ну, что у нас там, 95640, да, сейчас, вот, нажмем новый, этот вот, все чисто, да, нам нужно
EEPROM 95 серия 640. Ну, 25 это одно и то же. Нажимаем открыть. EEPROM комби инструмент открыть. Ну, открыли, она же его и подгрузила, да? То есть вот сейчас считали. Он, видите, ничего не пишет. Открыть содержимое этой приборки. Вот у нас весь дамп загрузился. Хоп, у нас появился и пробег, и вин, и все. И можно уже... То есть, ну, давайте, чтобы вам было понятно. Ну, давайте сделаем там 1, 2, 3, 4, 5. Также пробег. Нажимаем применить. Нажимаем закрыть. И, как правило, ну, можно сейчас сохранить. И так, принтер 2 сохранить. Ну, еще раз сохранить, но мы сейчас не будем. Вот так, 2 спринтера. Мы сейчас в Hex редакторе сравним. Инструменты, сравнение файлов, сравнить. Вот, видите? У нас тут чуть-чуть строчки поменялись. То есть вот тут как раз вот в этой строке пробег. Вот как-то так работает. То есть калькулятором мы работаем чисто как калькулятором. Надо подгрузить дамп. Ну, удобство, говорю еще раз, iPro в том, что вот вы подгрузили дамп или с микросхемой, например, выбрали вот 95, там, да, 640. Мы подцепили прищепочку, да, на микросхему, нажали считать микросхему, там, верифицировали, все нормально. Сразу же открыли калькулятор. И без разницы там, вон. Да, без разницы он какой-нибудь. Да. Ну, она, видите, там сразу пробег какой-то нереальный. Ну, это понятно, я там вообще от балды выбрал. Применили какие-то действия, что вам надо. Или также скрипт, например, вот у вас в буфере все, остался этот файл. Вы можете сразу какой-нибудь там скрипт взять. Вот буфер есть. Даже опять же я сейчас также зайду. Где он? Европа. Мерседес, принтер. Вот 25640. Как калькулятор читаем. Все. У нас уже считано, например, было. Хотя в режиме скрипта она сама, ну, тут уже зашит функционал, как прочитать эту микросхему. Ну, можно вот так вот подгрузили, поменяли. Можно сразу потом переключить там скрипт и еще раз нажать запись. Он запишет сразу эту микросхему. Короче, у вас два окна. Скрипт и калькулятор. Калькулятор только считает. Надо сначала получить вот этими вот вкладками скриптов там микросхем, память или еще что-то. И типа можно или вычитать, или же загрузить файл туда и уже потом применить ему калькулятор. Ну и соответственно, чтобы калькулятор правильно работал, надо, вот у вас есть на 2 серийника, надо всегда учитывать вот этот момент. Смотреть, если вам нужен калькулятор с другим, то надо сначала поменять серийник, передернуть программатор и уже потом работать. Как-то вот так, ребят, по содержимому софта немного сумбурно, но тут, говорю, очень много их просто нереальных. Надо потом будут какие-то работы делать, я еще какие-то видео потом выпущу там с проверкой работоспособности. Но я думаю, все работает, потому что как бы это... Тут больше вопрос удобства. Потому что вот эти китайские скрипты, они в принципе тоже работают, только у них программаторы довольно говененького качества. Вот. А тут все отсортировано уже по папочкам, проверены эти все скрипты. И как бы качество программатора на высоте. Не надо вам заморачиваться по доработкам там или еще чему-то. Взяли, купили и можно пользоваться сразу из коробки. Как-то вот так. Ребят, вот такой у нас сегодня получился обзор, распаковочка и краткий обзор возможностей программатора Автопрох. Вот. Теперь буду использовать его тоже в своей работе, как бы, ну, у меня, потому что там тоже были, я вам говорил, в моем прошке отломанные скрипты, но там все в перемешку, что-то работает, что-то нет. Ну, то есть, соответственно, если что-то тем использовать из этих вот старых скриптов, то проще вот будет, буду использовать вот это решение. Так что вы его еще непременно увидите в следующих моих видео, там каких-то будет.
Вот, потестим какие-нибудь блоки там вживую. Это я вот сейчас вам показал, там пример дам, пересчитал. Ну, как бы все успешно, все нормально, машина уже уехала. Вот, все контакты производителей, там, кто делает его и ну, продает, соответственно, все будут в описании ссылочки на людей. Если, то есть мне не надо писать по поводу его приобретения, то есть я вам сделал просто обзор. Вот ребят прислали, сделал, просили обзор на него. Вот, в принципе, программатор достойная штука. По возможности он, в принципе, как китайский вот этот отлом, но тут вы из коробки получаете все уже оттестированные, проверенные решения. Ну, грубо говоря, кому неохота квестов там по допилке, там оборудование китайского, еще что-то. Ну, тут вы уже получаете полностью проверенное, ну, отлаженное решение. Все работает, что заявлено. Вот. Единственное, вот сразу говорю, как бы вы имеете в виду, короче, это учитывать, что китайский отлом, что вот это отлом плюсового iProg. Соответственно, сейчас все авторы, которые пишут новые скрипты, они под плюс практически никто не пишет. Там, может, один или два автора еще что-то выпускают под плюсовой iProg. Соответственно, вот те скрипты от Pro, они ни на этом, ни на китайском отломе, они не работают. То есть свежие какие-то тачки и все такое, они только на Pro будут работать. Вот. Но за, грубо говоря, те деньги, что его предлагают, и по сопоставимости его возможностей, ну, то есть это отличный вообще такой, ну, рабочий инструмент. Даже вот просто если кто-то стоит перед выбором покупки себе там первого программатора, то в принципе вот вы из коробки тут получаете довольно достойное решение, уже отлаженный весь комплект, ну, 100% работоспособный. Не надо там прыгать и думать, это что-то там программатор тупит или вы что-то неправильно делаете. То есть вы уже как бы исключаете при помощи этого комплекта, ну, вот эту составляющую. А то многие пишут там, блин, что-то не читает, может что-то доработать надо. Соответственно, тут вот уже об этом думать не надо. Качество сборки, еще раз хочу сказать, прям 5 баллов создателям. Все очень на уровне и достойно. Вот. То есть есть чем сравнить. Мы разбирали этот. У меня был давно еще обзор на китайский этот программатор. Смотрели там с другом. Качество, как говорится, почувствуйте разницу, называется. Ну, вот. Так что, ну, как бы я рекомендую. Дальше там уже сами смотрите. Кому что. Надеюсь, была информация полезна. Вот. Там же плюс у производителя, у них есть группа в Телеграме. Соответственно, то есть там еще оказывают техническую поддержку по работе с данным программатором. Можете там задать вопрос, вам там ответит, сообщество тоже там есть. Вот. Ладно, ребят, надеюсь, информация была вам в данном видео кому-то полезна. Всем мира, всем добра, всем пока.